Привет! История всей территории, которая входила в Российскую империю, круто изменилась в феврале 1917 года. За одну неделю монархия, которая казалась незыблемой, рухнула. Отречение императора Николая II стало концом 300-летнего правления династии Романовых. Почему это случилось? Почему именно тогда, а не в какой-то другой момент? Удивительно, но даже Ленин, человек, всю жизнь мечтавший о свержении царизма, не верил, что его поколение доживет до революции. Об этом он говорил в январе 1917 года. Сегодня я предлагаю отправиться в холодный Петроград и узнать, как Николай II умудрился взбесить абсолютно всех. Как огромная страна за пару лет скатилась от стабильности к неуправляемому хаосу. И как в конце концов власть оказалась в руках восставших. 19 июля 1915 года открылась 4-я сессия Государственной Думы, и казалось, воздух в зале был пропитан тревогой. Патриотический угар, который захватил Россию в первые месяцы Первой мировой войны, давно сменился похмельем разочарования и беспокойства. Русская армия терпит обидные поражения в Восточной Пруссии. Популярный генерал Самсонов застрелился. Происходит то, что в газетах называют великим отступлением. Депутат Милюков с трибуны Государственной Думы произносит знаменитую речь «Глупость или измена», где он критикует абсолютно все действия верховной власти. И надо сказать, было за что. Война больно бьет по экономике. Особенно, когда экономические проблемы решаются через одно место. Мобилизация забрала из деревень миллионы мужчин. Посевные площади сократились, количество скота уменьшилось, урожай упал, и даже с базовыми продуктами становилось все труднее. В крупных промышленных центрах ситуация тоже выглядела мрачно. Начали стремительно истощаться запасы топлива, не хватало дров, угля и нефти, хотя спрос на все это рос с невероятной скоростью. Империя горбилась под тяжестью войны. Понятно, что на фоне этого росло и недовольство властью. Вообще это обычное явление, ничего удивительного тут нет. Уникальность этой нелюбви заключалась в том, что Николай II будто не понимал, что он конкретно задолбал людей и никак не работал на улучшение своей ситуации. Николай, кажется, жил в своем собственном мире. Он был уверен, что между ним и русским народом существует некая мистическая связь, которая защищает его от любых потрясений. А еще Бог тоже защищает, ведь его власть напрямую получена от Бога, и отвечает он тоже только перед ним, а не перед своими подданными. Вот только реальность была гораздо сложнее. Народ, несмотря на непоколебимую связь, едва ли готов был терпеть лишения ради императора. Люди вообще в личности Николая начали видеть причину всех бед. Это касалось и крестьян, и горожан, и военных, и депутатов, и даже родственников царя. Самая заметная сила в Государственной Думе – это либералы, представители двух крупных партий – конституционных демократов, кадетов и октябристов. Кадеты выступают за парламентскую монархию, как и в Великобритании. Октябристы ориентируются на Германию, где власть кайзера ограничена не так сильно, как у английского короля. Но сейчас, в 1915-м, эти различия не так важны. У обеих партий в повестке дня один вопрос – создание ответственного министерства. Депутатам не нравится, что они имеют очень мало влияния на политику. По сути, Дума – это совещательный орган, который не может принимать законы и назначать министров. 100 лет назад в мире была парадоксальная ситуация. С одной стороны, большинство населения Земли не умели даже читать и писать, а элите для успешной карьеры нужно было знать минимум несколько языков. Сегодня эти две крайности сблизились, но все равно много в каких сферах нужен хороший английский. От работы до просмотра сериалов в оригинале. Вряд ли кто-то будет с этим спорить. Вопрос в другом, а как учить, чтобы и эффективно, и недорого, и в удобное время? Я рекомендую использовать Puzzle English. Отличный сервис, с которым можно хоть начать с нуля, хоть подтянуть знания до определенного уровня. Puzzle English удобен тем, что там легко можно составить личный план. Вы указываете
указываете ваши интересы, желаемое время занятий и так далее. А сервис сам подбирает задания под ваши потребности. Этих заданий больше 14 тысяч. Например, с помощью аудио и видео пазлов можно хорошо научиться распознавать английскую речь на слух. Также в Puzzle English есть курсы для структурного обучения. Метод тичера от начального уровня до Upper Intermediate. Это упражнения на слух, грамматику, словарный запас и перевод. Заниматься в сервисе можно на любом устройстве. Сейчас идет Черная пятница, это значит время скидок, даже супер скидок. Вы можете приобрести полный доступ к сервису дешевле на 50%, чем обычно, за 9990 рублей. И этот доступ не ограничен по времени. Он у вас останется навсегда, даже к новым материалам. Кстати, даже не нужно сразу платить всю сумму, можно взять рассрочку на 12 месяцев. А еще вы получите несколько специальных подарков. Урок с живым преподавателем, доступ к онлайн-кинотеатру на год, где больше 4000 фильмов в оригинальной озвучке, и, на мой взгляд, самое ценное — это Оксфордский тест. После его прохождения можно получить международный сертификат, который официально подтвердит ваш уровень английского. Акция продлится до 9 ноября, так что я рекомендую поторопиться. Итак, депутаты, как и все в стране, хотят победы в войне. Им не нравится, что армия отступает. Причину постоянных поражений они видят в том, что у них нет реальной власти. Создание ответственного министерства должно это изменить. Предполагается, что должности царских министров должны занять депутаты. Премьер-министром станет председатель Думы Михаил Родзянко. Министром обороны — лидер партии октябристов Александр Гучков. Министром внутренних дел — лидер кадетов Павел Малюков. Можно подумать, депутаты затеяли заговор против императора. Но это не так. Состав будущего министерства обсуждается на страницах газет. Эту идею поддерживает даже один из действующих министров и пытается уговорить Николая ее принять. Глава руководителей объединения крупного бизнеса Рябушинский пишет императору телеграмму с просьбой назначить новое министерство. Но Николай от всего отказывается. Рябушинскому он отправляет грубый ответ, что купцам не следует вмешиваться не в свое дело. Пусть они заботятся о раненых и не лезут в политику. В середине 1915 года Александр Гучков грустно говорит в интервью, что в России постоянно опаздывают с реформами. Дадут министра-реформатора, когда нужен будет либерал, а либерала, когда нужен будет социалист. А 3 сентября император вообще распускает Думу на неопределенный срок, потому что с его точки зрения депутаты — это непонятный сброд. Большинство из них даже не являются аристократами, следовательно, они не должны вообще никак влиять на управление страной. И чем хуже в России шли дела, тем больше Николай II окружал себя людьми, которые с ним не спорили. Классическая ошибка любого авторитарного правителя. От этого приходили в ужас даже родственники императора. В 1916 году кризис достиг новых высот в виде так называемой министерской чехарды. Это был период, когда министры менялись быстрее лошадей на почтовых станциях. За год должностей лишились 2 министра внутренних дел, 2 министра иностранных дел и 2 военных министра. Казалось, что управление в стране находится в хаосе. В происходящем многие винили императрицу. И было за что. С 1915 года Николай почти все время находится в ставке верховного главнокомандующего на фронте. Страной от его имени управляла жена, императрица Александра Федоровна. И если Николая считали просто плохим царем, то его жену все буквально ненавидели. Она и правда была слишком странной. Например, она нашла простое объяснение, почему с ней не хотят общаться родственники императора. Это потому, что они злые люди. Она так решила, потому что несколько лет назад один французский эзотерик подарил ей волшебную икону, которая якобы мешала приближаться к ней злым людям. И если всякие такие великие князья и княгини не хотят с ней общаться, следовательно, они злые люди. Александра не живет в Петрограде и заставляет министров приезжать к ней в Царское Село. Александра не доверяет никому. В каждом министре или советнике она видела потенциального заговорщика. Единственными людьми, кого она готова была слушать, это ее подруга Анна Вырубова и, конечно же, Распутин. Вы, наверное, слышали про этого всесильного крестьянина-экстрасенса, который якобы лечил наследника русского трона с помощью магии и управлял Россией. На самом деле в этом образе было больше пиара, чем правды.
Распутин действительно обладал огромным влиянием, но только на императрицу. Николай II уважал этого человека, но практически никогда всерьез не воспринимал его советы. Тем не менее, образ всесильного Распутина действительно был популярен. Многие люди реально верили, что этот старец поможет им занять ту или иную должность. Распутин ежедневно принимал у себя десятки посетителей. Давайте расскажу один характерный пример, как в России на самом высоком уровне принимались политические решения. Был такой министр иностранных дел Сергей Сазонов. Он придумал идею дать Польше конституцию. Я напомню, что в тот момент значительная часть Польши – это территория Российской империи. Так вот, в 1916 году почти вся Польша оккупирована Германией. И чтобы хоть как-то уговорить поляков сражаться на стороне России, хорошо бы дать им широкую автономию и конституцию. План понятный. Сазонов показывает проект конституции начальнику генерального штаба генералу Алексееву, и вместе они идут к царю. Николаю идея нравится, он просит вынести ее на обсуждение правительства. Сазонов радостно передает документы премьер-министру Штюрмеру и уезжает в короткий отпуск. Но что происходит дальше? Александра пишет мужу истеричное письмо, где говорит, что Распутин считает, будто Сазонов отмечен печатью дьявола, что Польше ни в коем случае нельзя давать конституцию, потому что она наследство их сына, и что Николай обязан передать ему страну в том же состоянии, в котором получил от отца. А теперь представьте себя на месте Сазонова. Он несколько месяцев готовил важный проект, потратил много сил, чтобы получить одобрение императора, и теперь с чувством выполненного долга уехал отдохнуть. Но внезапно ему приходит телеграмма, где сообщается, что проект польской конституции отменен, а сам он уволен, потому что император не захотел спорить с женой. И так принимались почти все решения. Императрица слала Николаю бесконечное количество писем с требованиями кого-то уволить, повесить или расстрелять, а Николай мялся в нерешительности, не понимая, что нужно делать. В 1916 году паранойя в российском обществе достигла пика. В окружении императрицы все были уверены, что против нее и Николая плетут заговор англичане. Вся остальная элита была уверена, что в стране действует заговор немцев. И не только элита. В России была самая настоящая антинемецкая истерия. По всей стране громили немецкие магазины, всех людей с немецкой фамилией подозревали в шпионаже. В 1916 году вышел указ, по которому все немцы, чьи предки получили российское подданство менее века назад, приравнивались к военнопленным. Многие вообще были уверены, что в центре заговора стоит лично Александра Федоровна, ведь Россия воюет с Германией. А кто такая Александра Федоровна? Этническая немка, принцесса Гессен-Дармштадтская. Значит, она передает все планы в Германию, поэтому русская армия и терпит поражение. А еще держит рядом этого проходимца Распутина, который вертит ей как хочет и, может быть, даже является ее любовником. Если что, это неправда. Императрица никогда не была в любовной связи с Распутиным, но зато она всерьез считала его практически святым. Последним министром внутренних дел становится Александр Протопопов. Это третья по важности должность в стране после императора и премьер-министра. Сначала кажется, что эта кандидатура устраивает всех. Протопопов крупный бизнесмен и либерал из партии октябристов. Против этого назначения не выступали Распутин и императрица. Это был явный шаг навстречу пожеланиям Государственной Думы. Но на практике все оказывается не так. Протопопов начинает очень странно себя вести. На совещаниях он рассказывает, что советуется с иконой. Причем делает это так, что все понимают, он не шутит. Слухи о том, что новый министр сумасшедший, быстро расползаются по Петрограду. 1 ноября к императору в Ставку приезжает великий князь Николай Михайлович, двоюродный брат царя. Он прямо говорит, что императрица не в себе, что Распутин уничтожает репутацию императорской семьи, и о нем сплетничает вся страна. Так дальше управлять Россией невозможно. Император молчит. Николай Михайлович уходит и пишет царю письмо, где еще раз объясняет, почему Распутина надо удалить из дворца. Царь даже не распечатывает письмо и отправляет его жене. Та пишет ответ, что за такие слова князя надо сослать в Сибирь, что это практически государственная измена.
концу 1916 года от этого устают все. Любые попытки убедить царя поменять хоть что-то в управлении страной сталкиваются с истериками и упрямством императрицы. Это так задолбало, что в обществе сами собой начинают рождаться идеи, как бы уменьшить влияние Александры на императора. Планы обсуждают все: бизнесмены, политики, аристократы и даже масоны. Я не буду пересказывать их все, просто скажу, что именно из таких разговоров вырос заговор по убийству Распутина. Князь Юсупов и другие заговорщики предполагали, что без Распутина императрица сойдет с ума и ее отправят в монастырь, а Николай II освободится от влияния жены и станет хорошим конституционным монархом. План, как вы наверняка знаете, не сработал. Наоборот, Николай и Александра еще больше изолировались. Не только от общества, но и от семьи. Новость о смерти Распутина радостно встретили все, от братьев Николая до крестьян. За убийц открыто ставили свечки в храмах. Это возмущало Александру до глубины души. Она стала считать, что вся страна состоит из предателей. Перед Новым годом происходило самое неожиданное назначение. Император снимает с поста очередного премьер-министра и назначает на его должность князя Голицына, ему 66 лет. В большой политике он буквально никто. Единственное его достоинство заключается в том, что императрица уверена в его преданности. Голицын в ужасе. Он просит Николая уволить хотя бы Протопопова, потому что с ним невозможно работать. Но Николай отказывается. Голицын в конце концов соглашается занять пост, но обреченно понимает, что ничего не сможет сделать. Новый 1917 год Николай и Александр встречают в одиночестве. Новости из внешнего мира они узнают только от министра Протопопова. Тот изо всех сил заменить Распутина приглашает из-за границы нового экстрасенса, вызывает дух Распутина, чтобы с ним посоветоваться. Рассказывает императрице, что Распутин явился к нему во сне и благословил Россию. Это успокаивает Александру. Но все остальные слои общества находятся в напряжении и раздражении. Главное русское слово того времени – хвост. Так называют длинные очереди, которые выстраиваются перед каждым магазином. В Петрограде дефицит всего. Не хватает топлива, проблемы с продовольствием. В очередях все больше распространяются слухи, что грядет настоящий голод. О скором конце монархии говорят и пишут даже самые верные монархисты. Это ощущение есть в Царском Селе. Личный адъютант императора, не скрываясь, говорит: «Скоро нас всех повесят на фонарях». Одна из фрейлин императрицы хочет уехать из царской резиденции, потому что считает, что та находится под сатанинским влиянием. Это ощущение есть по всей стране. Один жандармский офицер несколько месяцев едет на поезде на Дальний Восток. Он удивляется тому, как уверенно и спокойно всюду, в вагонах, на улицах говорят о неминуемой революции и скором отречении императора. Убийство Распутина все одобряют. Императорскую чету ненавидят и мечтают о правительстве, ответственном перед Думой. Жандарм сначала в ужасе от того, что за это никого не наказывают, но к середине пути он понимает, что невозможно наказать всех. 22 февраля император решает вдруг уехать на фронт, в Могилев. Зачем, не ясно. Ему там делать нечего. Император совсем не интересуется положением дел на фронте. Он просто вдруг не выдерживает атмосферы Царского Села и решает сбежать. На следующий день после его отъезда у детей начинается корь. Императрица переодевается в платье медсестры и за всеми ухаживает. Дворец в Царском Селе превращается в лазарет. В тот же день, 23 февраля, в Петрограде начинаются беспорядки. Из-за отсутствия хлеба толпа горожан выходит на митинги. Общественный транспорт перестает ходить, останавливаются заводы, бастуют до 70 тысяч человек. Императрица пишет Николаю письмо, что это просто мальчишки и девчонки бегают и кричат, будто у них нет хлеба, чтобы взбудоражить народ. А на самом деле все в порядке и беспокоиться не о чем. И вообще она сходила на могилу Распутина и после молитвы обрела веру в лучшее. В газетах выходит статья типа «Хлеб есть, успокойтесь, граждане». И это, кстати, правда. С продовольствием в стране трудности, но назвать голодом язык не повернется. Голод в Петрограде – это скорее слухи, чем реальность. Но под влиянием этих слухов жители массово опустошают булочные и создается впечатление, что хлеб действительно скоро исчезнет. 25 февраля полиция открывает огонь, есть первые убитые. Император хочет решить проблему митингов просто. Он издает указ о запрете митингов. Ведь как легко. Я уверен, что он удивился, что это не сработало. На улице вышло еще больше людей. Дальше происходит настоящий сюрреализм. Император на фронте в Могилеве.
Раньше в такой ситуации государственными делами должна была заниматься императрица, но сейчас она ухаживает за больными детьми. Это занятие она считает намного важнее, чем какие-то доклады каких-то там министров. Поэтому она поручает эту работу своей подруге, некой Лили Дэн. Она буквально вообще никто. Но 26 февраля именно она принимает доклад у Протопопова. Если честно, это безумие какое-то. На следующий день происходит ключевое событие. К митингам присоединяются солдаты Петроградского гарнизона. Дело в том, что еще осенью в России была объявлена новая мобилизация. Многих новых солдат собрали в Петрограде перед отправкой на фронт. Но на фронт вчерашние крестьяне ехать не хотели. Рано утром 27 февраля в казармах Волынского полка происходит бунт. Солдаты убивают офицеров и переходят на сторону митингующих рабочих. Вскоре таким же образом к ним присоединяются еще 2 полка. Все вместе, дружной толпой, они идут громить город и поджигать административные здания. В такой обстановке начинается последнее в истории заседание Государственной Думы в Российской империи. Начинается оно с того, что председатель Михаил Родзянко зачитывает указ императора о распуске Думы. Никто не понимает, что делать. С одной стороны, на улице стрельба, демонстрации, город явно во власти восставших. А с другой, все боятся того, что сейчас придут настоящие войска и перестреляют восставших из пулеметов. В конце концов, депутаты решают не расходиться, а создать некий новый орган – Временный комитет Государственной Думы. Это позволяет продолжать заседание и при этом не нарушать приказ императора о распуске Думы. Что это за комитет и какие у него полномочия, непонятно даже самим депутатам. Родзянко все еще надеется вразумить императора. Он посылает царю срочную телеграмму, где сообщает, что в Петрограде взбунтовались солдаты, что царь, распустив Думу, своими руками уничтожил последний оплот порядка. Главная цель Родзянко – убедить Николая отменить приказ о распуске Думы и назначить новое правительство. Государь, не медлите. Если движение перебросится в армию, восторжествует Германия и крушение России, а с ней и династии неминуем. Час, решающий судьбу вашу и родину, настал. Но Николая даже это сообщение не может вывести из иллюзии, что он контролирует ситуацию. Он читает телеграмму и говорит генералу Алексееву примерно следующее. Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать. Друзья, такая ситуация, что интернет кое в каких странах пытаются сделать все более закрытым. Мне повезло, я могу пользоваться свободно любыми сайтами и приложениями, но все равно косвенно страдаю из-за блокировок. Количество просмотров на ютубе у меня упало процентов на 30, потому что меня много смотрят из России, а с ютубом там проблемы. Я не собираюсь уходить отсюда ни на какие ВКонтакте или Рутубы, потому что, это идиотизм. Поэтому хочу просто посоветовать вам поставить Дурев VPN. Это прям совсем свежий сервис, который в ближайшее время станет еще круче, но уже сейчас отлично работает. Одна подписка работает на 10 устройств без ограничений по трафику. В отличие от многих других похожих сервисов, в Дурев VPN вы можете менять страну подключения через личный кабинет. На выбор 22 локации. Интерфейс простой, буквально одна кнопка «вкл» и «выкл». Сейчас стоимость 399 рублей в месяц. А если взять сразу на год, то можно сэкономить больше 30%. Если вам важна анонимность, то подписку можно купить за крипту. А еще можно протестировать VPN всего за 15 рублей в день. Вполне достаточно, чтобы разобраться, как там все устроено. Рекомендую. Тем временем в Петрограде события развиваются стремительно. В Таврический дворец, где заседает Временный комитет, входят солдаты. В коридорах они встречают Керенского. Александр Керенский на тот момент самый известный и популярный депутат-социалист. Митингующие уверены, что революция свершилась. Они заваливают Керенского вопросами, что будет с царскими чиновниками, как их накажут, что теперь делать. Депутат и сам не знает, он отвечает, что главное не допустить кровопролития. Временный комитет заседает без перерыва до глубокой ночи. Никто не понимает, что происходит. Телефоны разрываются. Керенского снова ловит какой-то человек и просит выделить помещение для только что созданного исполнительного комитета Совета рабочих депутатов. Такой революционный орган власти действовал 12 лет назад, во время революции 1905 года. Сейчас особо никому нет дела, что это за орган и чем он будет заниматься. Его создание воспринимают как символ революционных изменений, поэтому исполкому выделяют отдельный зал. Председателем совета становится депутат Чхеидзе.
социалист и марксист. Так в России начинает формироваться двоевластие. Временный комитет, куда входят в основном либералы, и Петроградский совет, состоящий из социалистов. А чем в это время заняты царские министры? Они в ужасе. Они буквально умоляют царя отправить их в отставку и назначить новое правительство. Император снова игнорирует ситуацию. Он сообщает, что сейчас не время для отставок, и правительство должно взять ситуацию под контроль. Но его телеграмма уходит в пустоту. Телеграф в Петрограде не работает. Министры сбежали. В дворце, где они должны были заседать, восставшие солдаты занимаются мародерством. К ночи почти вся столица России разгромлена. Это может показаться бредом, но император продолжает считать, что все в порядке. Даже когда ему телеграфирует лично начальник военного округа Петрограда и сообщает, что мятеж подавить не удается и что солдаты переходят на сторону восставших, то Николай невозмутим. Он считает, что начальник просто некомпетентен и надо его заменить на другого человека, который точно справится с бунтовщиками. Император поручает эту задачу генералу Иванову и отправляется спать. В Петрограде тем временем неспокойно. Я говорю не только о пожарах, мародерстве и грабежах, дело в другом. В эти минуты Временный комитет Думы решается на отчаянный шаг. После долгих споров и обсуждений Родзянко объявляет о неповиновении императору. На все железнодорожные станции страны отправляют телеграмму. Царская власть закончилась. Всем вокзалам запрещается обслуживать поезд Николая II. Эта телеграмма оповестила о революции всю Россию и отрезала депутатам путь к отступлению. Теперь они официально стали мятежниками. Следующий день, 28 февраля. Николай II наконец-то решается вернуться в Петроград и лично разобраться с ситуацией. Но, как вы понимаете, уже поздно. Не помогают даже войска, которые император снял с фронта и отправил на подавление восстания. Они просто не доезжают до столицы. Поезд Николая пытается доехать до столицы в объезд, но в итоге застревает в Пскове. А в Петрограде тем временем свои проблемы. Мало разгромить государственные здания и арестовать министров. Надо взять ситуацию под контроль, а для этого бушующая на улице толпа должна тебя слушаться. Ни у одного действующего органа власти в столице нет абсолютного авторитета. Кто-то готов слушаться депутатов из Временного комитета, другие готовы подчиняться только решениям Петроградского совета рабочих. После долгих переговоров Временный комитет превращается во Временное правительство. Чтобы заручиться поддержкой совета, депутаты предлагают его членам тоже войти в правительство. Но те отвечают, что они согласны поддержать новое правительство, но сами там участвовать не хотят. Почему? Потому что в Совете в основном заседают марксисты, а у них есть очень четкое видение того, как должна развиваться революция. Согласно Марксу, феодализм с монархией должны смениться на капитализм с буржуазией. И сейчас случилась буржуазная революция. Следовательно, нужно просто сидеть и ждать, пока капитализм полностью не разовьется и позволит совершиться уже социалистическая революция. А вмешиваться в дела в буржуазии раньше времени не надо. Новым премьер-министром становится Георгий Львов. На тот момент это довольно популярный человек, создатель крупного благотворительного фонда, который помогал армии и лечил раненых. Но сейчас его не знает практически никто, потому что одновременно с его назначением случилось куда более важное событие. Несмотря на то, что Петроградский совет рабочих депутатов заявил, что не будет вмешиваться в дела Временного правительства, в реальности все произошло наоборот. Первым же своим приказом они чуть ли не уничтожили армию. Сначала члены совета пригласили присоединиться к себе восставших солдат, а у солдат был единственный запрос – избавиться от власти офицеров. Они были уверены, что к городу движутся войска во главе с генералом Ивановым, поэтому в армии нужно передать власть от офицеров к солдатским комитетам. Что это означало на практике? А то, что по задумке солдаты будут не обязаны подчиняться приказам офицеров. Теперь они могут обсудить любое требование и демократическим путем решить, нужно ли выполнять этот приказ или нет. Звучит абсурдно, но здесь был один нюанс, даже два. Во-первых, это был не закон, а предложение. По сути, Петросовет придумал такую идею и предложил обсудить ее на страницах газет. Но в газету этот текст попал под названием «Приказ номер 1», поэтому все его и восприняли как приказ. Во-вторых, предполагалось, что этот приказ будет касаться только Петроградского гарнизона, но его начнут распространять по всей армии.
армии. Временное правительство придет в ужас. Новые министры понимают, что это разрушит дисциплину, но отменить приказ боятся. Вообще, дружба Временного правительства и Петросовета заканчивается чуть ли не на следующий день после революции. В открытую вражду они не вступают, но очевидно друг друга не любят. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов – это никем не избранный орган. По сути, туда входят случайные люди, которые решили, что имеют право отдавать приказы. Для депутатов Думы это просто банда опасных самозванцев. Но и Петросовет думал про депутатов примерно то же самое. Да, их, конечно, выбрали на выборах, но на таких выборах, в которых не могло поучаствовать 85% населения. Это же просто насмешка над демократией. В атмосфере взаимного недоверия Временное правительство устраивает тайное заседание, где решает, что надо все-таки отправить делегацию к царю и постараться уговорить его написать отречение от трона в пользу сына. Они считают, что ради порядка монархию в России следует сохранить, просто без Николая II. А как там Николай? А он все еще не понимает, что происходит. Его гораздо больше волнует то, что он застрял в Пскове и не может попасть домой к семье. Утром 2 марта он просыпается и впервые узнает, что от него требуют отречения. Причем не депутаты, которых Николай ненавидит, а генералы. Ночью приходят телеграммы от 3 главнокомандующих фронтами. Они руководствуются простой логикой. Из-за Николая и его жены в Петрограде протесты. Армия разлагается, никто не хочет воевать. Следовательно, если убрать Николая, то получится восстановить порядок, вернуть солдат в казармы и снова пойти нормально сражаться с немцами. Удивительно, но мысль об отречении Николай воспринимает спокойно, хотя еще вчера он крайне болезненно реагировал на предложение создать правительство народного доверия, потому что для него есть очень большая разница между ограничением собственной власти и отказом от нее, ведь ограничение власти не снимет с него ответственности перед Богом, а отказ снимает. Для Николая, как для верующего человека, это очень важный вопрос. Николай приказывает составить манифест об отречении в пользу своего сына и разослать его по всей стране. Важный момент, это происходит еще до того, как к нему приедет делегация из Временного правительства. Депутаты, которые едут к царю, думают, что их ожидает тяжелый разговор, что им нужно тщательно продумать все аргументы, чтобы убедить Николая оставить трон. Но на месте с удивлением узнают, что царь на все согласен. Единственное его условие, что он тут подумал и решил, что отрекаться будет не в пользу сына, а в пользу брата Михаила. Депутаты довольны, но вот в Петрограде этого решения уже мало. Родзянко просит не рассылать по стране манифест об отречении и настаивает, что монархии в России быть не должно никакой. Что царя Михаила народ не примет точно так же, как не принимал царя Николая. С ним согласны не все. Даже глава либеральной партии кадетов Николай Малюков настаивает, что России нужен царь. Министры не могут прийти к единому решению, и все вместе отправляются на встречу с князем Михаилом. Одни уговаривают его принять трон, другие отказаться. После долгих споров они наконец-то находят компромисс. В России нужно создавать новый парламент, учредительное собрание. Провести туда всеобщие выборы без всяких имущественных цензов. И это учредительное собрание должно решить, какая форма правления будет в России. Если они придут к выводу, что нужно восстановить монархию, тогда Михаил согласится занять трон. Текст этого решения прям там же составлял Владимир Набоков, отец знаменитого писателя, автора «Лолиты». Через полчаса по всему городу клеят плакаты. Николай отрекся в пользу Михаила. Михаил отрекся в пользу народа. Новость вызывает восторг. Над царским дворцом в Петрограде поднимают красный флаг. На центральных улицах снимают императорские гербы. Но с самим Николаем и его семьей новое правительство хочет поступить мягко. Депутат Керенский, выступая на одном из митингов, заявляет, что он никогда не будет палачом русской революции и призывает отменить смертную казнь для всех. Николаю разрешают вернуться в Царское Село, чтобы воссоединиться с женой и детьми, а потом они должны были уплыть в Англию, в эмиграцию. Но под давлением Петроградского совета Временное правительство меняет свое решение и уже через несколько дней арестовывают Николая и его жену. Но в остальном новые реформы выглядят действительно прогрессивно. Гарантия свободы печати и собраний, масштабная амнистия для политических заключенных, созыв нового парламента. Россия первой в мире запрещает смертную казнь и одной из первых дает избирательное право женщинам. Ничего подобного на тот момент нет ни в Англии, ни в США, ни во Франции.
Практически все в стране уверены, что Россию ждет прекрасное демократическое будущее. Победа в войне, раздача земли крестьянам, свобода и равноправие. Вскоре эти иллюзии закончатся. А в это время из Швейцарии в Россию в пломбированном вагоне уже едет один политический иммигрант, лидер маленькой партии большевиков Владимир Ленин. Именно он в конце концов изменит Россию куда больше, чем все временное правительство и Петросовет вместе взятые. Но об этом как-нибудь в другой раз. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Да, сейчас ролики выходят не так часто, как хотелось бы, но это временное явление. Очень надеюсь, что совсем скоро мы вернемся к формату 2 видео в месяц. А пока еще раз всем большое спасибо за то, что смотрите. Если у вас наблюдаются проблемы с YouTube, то поставьте, пожалуйста, VPN, потому что переходить с YouTube на другие площадки я не буду. От себя рекомендую Дурев VPN, отлично работает, ссылку на него тоже оставлю в описании. А еще, если хотите и можете поддержать нас, то подписывайтесь на Patreon и спонсор. Все ссылки есть в описании. Напоминаю, что мы недавно сделали закрытый Telegram, на него тоже обязательно подписывайтесь. Это для вас простой аналог Патреона. Там помимо роликов без рекламы и аудиокниг, я рассказываю о личных историях и делюсь инсайдами. Ну и как обычно, говорю спасибо всем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Николай Грищенко, Душный Дэн, Водолей, Crazy Cat, Анна Макунина, Денис Романов, Даниил, Нона Шинкаренко, 24 of them, Донбассянин Странебасков, Разбираем Кремль на брукивку для Львова, секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе и вот эти замечательные люди. Еще раз всем удачи, всем пока.